Привет! Сейчас я уже нахожусь в этих наушниках, которые сегодня у нас будут на обзоре. Мне они настолько комфортные, что я просто даже не хочу их снимать, но мы это сделаем, чтобы провести детальный обзор. Это наушники Defunk True Mute. Их главный акцент на том, чтобы пользователь, то есть вы, как будущий владелец, будете слышать только то, что издает ваш смартфон, музыка или же абонент, с которым вы разговариваете, а все, что за пределами наушников, это будет полная тишина или изоляция. Все в этих наушниках есть, и NAC режим шумоизоляции, и прозрачный режим, чтобы обезопасить себя или же слышать, что происходит вокруг. И в этом способствуют в каждом наушнике встроенные два микрофона. Они продаются только на сайте Розетка в Украине. Но если вы вдруг смотрите с другой стороны, то тогда ищите их на разных площадках. В нашем же случае для зрителей Украины это будет очень важная информация. И сегодня в обзоре в целом вы узнаете, как настроить, что они умеют, протестирую микрофон и, конечно же, покажу, как все работает. Интересно, что у них очень необычный дизайн, но об этом все немножко позже. Итак, начинаем. Если быстро взглянуть, то выглядят эти наушники вместе с кейсом вот так. Но сейчас мы все детально рассмотрим. А пока давайте рассмотрим комплектацию. Упаковка элегантная, красивая, с острыми углами. Крышка здесь поднимается, и здесь находятся наши наушники. Здесь как раз и изображение, что полная тишина за пределами, когда вы находитесь в этой гарнитуре, за пределами ваших наушников. И упаковка реально качественная. Напомню, что это у нас шведский бренд, поэтому и качество соответственное. Кстати, у нас это уже вторые наушники от бренда Defunk, но эти наушники превосходят предыдущие. Почему? Потому что в них есть режимы шумоподавления и прозрачности. Если вдруг вас заинтересовали эти наушники Defunk True Go Slim, там разных 6 цветов, то обзор можете посмотреть вот здесь в подсказках. Сейчас же давайте посмотрим, что еще приходит в комплекте, и еще одну немаловажную информацию вот об этом конверте. Давайте смотрим сначала комплектацию. Открываем. Здесь у нас находится кабель для зарядки. Примечательно, что уже полностью современный разъем USB Type-C. Зарядки беспроводной в этом кейсе нет. Теперь внимание, здесь 6 комплектов разных насадок. Первый комплект насадок включает в себя разные варианты. Большие, средние и поменьше. А еще один комплект состоит из одних уже надетых, и два комплекта это большие и маленькие, с овальной формой. Видите, внутри они овальные, да и снаружи они слегка овальной формы, как на AirPods Pro. То есть эти наушники можно подобрать под любое ушко. Благодаря этому они будут помимо активного шумоподавления еще и хорошее пассивное шумоподавление подавать вам. То есть изолируют с помощью вакуумных этих насадок. Также в комплекте мы получаем инструкции на других языках. На нашей рідній мові мы инструкцию имеем вот в этом конверте. Здесь, во-первых, указана вся информация, как можно связаться с службой поддержки клиентов. Ведь покупая эти наушники, вы получаете 2 года официальной гарантии. Ребята, вот если какие-то сложности возникают по настройке, что-то не работает, вы всегда можете, во-первых, позвонить по этому номеру, либо написать в телеграм-канал в службу поддержки клиентов, и вам сразу окажут помощь. Ну а внутри находится гарантийный талон, на котором вся также эта информация находится. Здесь у нас есть QR-код. И если навести сканером QR-кодов на этот QR-код, мы можем открыть сразу сайт Розетка, где можно приобрести эти наушники и сразу оставить свой отзыв. Перейти на сайт, выбираем наши наушники, переходим в раздел «Отзывы» и пишем свой отзыв. Я свой отзыв напишу позже. Это не только гарантийный талон, но и инструкция. Здесь можно посмотреть и характеристики, а также как управлять сенсорной панелью. Собственно, и управление сенсорной панелью будет сегодня показано в нашем обзоре, а также найти детальное расписанное управление на сайте Розетка по ссылке в описании, где, собственно, можно и их приобрести. Кстати, наушники сейчас стоят на сайте Розетка 2599 гривен с 2 годами гарантии.
Обратите внимание, какая уникальная анатомическая форма у этой гарнитуры. Она обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Реально, вот носишь их и не чувствуешь, не ощущаешь какие-то дискомфорты от ношения этой Bluetooth гарнитуры. Их уникальная форма и материал позволяют, во-первых, свободно двигаться и какие-то выполнять обычные привычные дела. Вы даже забываете, что они у вас одеты. Давайте их рассмотрим поближе. Обратите внимание, что действительно они необычны по форме. На каждом лепестке располагается надпись Defang. В самом низу у нас контакты для зарядки, как будто два глазика. Кстати, в цвете они продаются только в черном в Украине. Может быть, дальше и появится дополнительный, но пока такой информации нет. И здесь располагается логотип самих наушников Defang с флага Швеции. Также рядом с контактами, присмотритесь, виднеется отверстие микрофона. Здесь и здесь. Именно благодаря этому микрофону собеседник нас хорошо и слышит. Но микрофон здесь не один. Второй микрофон располагается вот как раз здесь сверху, для того, чтобы улавливать внешние шумы и либо поглощать их, либо эти микрофоны также улавливают все, что происходит вокруг в режиме прозрачности и позволяет вам слышать, что происходит. Вы вроде бы и в наушниках, но вы вроде бы и не в наушниках. Дальше я более детально расскажу об этих режимах. С обратной стороны лепестка отчетливо отмечены левый и правый наушник. Сняв насадку, кстати, сейчас одета средняя овальная, здесь у нас четко видна защитная сетка, которая защищает от попадания пыли, от попадания влаги. И в целом эти наушники защищены по стандарту IPX4. А это значит, что им мелкий дождь или пот не страшен. Для настоящих активных людей. Эти наушники обладают сенсорной панелью. Ее можно легко заметить вот благодаря этой точке. То есть, если, например, у нас вот это левый наушник, значит, с этой стороны как раз под палец сверху прикасаемся и удерживаем, и это есть управление. В каждый из наушников встроен аккумулятор 50 мА. На первый взгляд кажется ничего особенного, это есть и у других наушников. Но время проигрывания музыки в обычном режиме меня просто поразили. Вообще, производитель заявил, что эти наушники в обычном режиме работают 8 часов, ну а в режиме шумоподавления около 5 часов. Но дальше вы увидите тесты, так ли это на самом деле. Теперь давайте поговорим о режимах. Помимо обычного режима, который есть в этих наушниках, достав их из кейса, есть еще два режима. Помните, я вам говорил, что здесь встроен второй микрофон. Он находится сверху. Так вот, благодаря этим вторым микрофонам отслеживается фон, который рядом с вами происходит. Шум, фон. И наушники улавливают посторонние звуки, воспроизводят волны в том же диапазоне и гасят все шумы. Ну, все, может быть, не все, но много, 85% точно гасят. Конечно же, разработчики делают все, чтобы улучшить в общем, в целом, этот режим во всех брендах. Но в нашем случае, когда я тестировал эти наушники 1,5 недели, ребята, я просто наслаждался. Например, я работаю за компьютером и, активируя этот режим, я не слышу, что происходит вокруг. То есть супруга может входить в комнату, я в этот момент монтирую видеоролик. Я могу ехать на велосипеде, я не слышу шум, может быть, проезжающих машин или еще что-то. Правда, на дороге лучше пользоваться прозрачным режимом. На английском он звучит как Transparency Mode. Это режим прозрачности. Значит, эти уже микрофоны улавливают все, что происходит рядом с вами, и сквозь наушники проносят вместе с музыкой весь звук, который они улавливают. И вы слышите сигнал автомобиля, шум дороги, может быть, кто-то крикнул «Привет!», и вы услышите это в этих наушниках. Хотя мы говорим не о вкладышах, а о вакуумных. Это огромный плюс этим наушникам, потому что на рынке сегодня не так много хороших и качественных ТВС-гарнитур с режимом шумоподавления и с прозрачным режимом. И он действительно, ребята, отлично справляется. Я говорю вам это от чистого сердца, ну а вам, конечно, решать, верить мне или нет, но лучше, конечно, поверить, а потом еще и проверить, а потом еще и вернуться к этому обзору и написать свой отзыв. Потому что так вы поможете другим зрителям. Теперь смотрим кейс. Как сам кейс, так и наушники выполнены из
приятного материала. Но на черном цвете, когда долго пользуешься ими, собираются легкие отпечатки пальцем. Вот я знаю, есть белый цвет этого же комплекта, но пока в Украине он не продается, так вот на нем как раз и не будет заметны эти отпечатки. Но в любом случае царапин уже видно не будет. Хорошо, что он не глянцевый. Надпись Defang, 4 индикатора. Когда открываем кейс и закрываем, то они указывают заряд встроенного аккумулятора. 4 по 25 100%. Если сейчас засветилось только 3, значит 75% здесь заряда еще осталось. Но когда наушники полностью израсходовали заряд в кейсе, то кейс начинает сигнализировать вот такими вот миганиями о том, что у него совсем не осталось заряда. Ну а по мере заряда каждый светодиод мигает по отдельности. С обратной стороны кейса находится информация о встроенном аккумуляторе. Емкость его 500 мА. Но у меня хорошие новости. Этот показатель выше, чем заявлено. Когда я кейс разрядил наушниками полностью в ноль и кейс уже не заряжал наушники, то я извлек эти наушники и просто заряжал пустой кейс без гарнитуры. И вместо 500 за 2 часа заряда встроенный аккумулятор взял в себя вместо 500 546 мА. Больше, чем заявил сам производитель. Я смог зарядить 3 раза с хвостиком от этого кейса, от полного заряда, наши наушники. Последний раз он зарядил их на 80%. Ну а снизу у кейса гнездо для зарядки. Кейс может быть даже установлен на стол и стоит, не падая. Ну а в остальном его форма снизу чуть уже, сверху чуть шире, что вполне логично, а внутри глянец. Место, куда возвращается гарнитура. Вот так вот мы возвращаем правый на магните, а вот так левый. Вес полного комплекта 43 грамма. Вес одного наушника 4 грамма. Наушники хотя и легкие, но очень качественные по сборке. Несколько слов о крышке. Если изначально она закрыта, то она не открывается. Держит магнит. Чтобы ее открыть, необходимо вот так вот потянуть. Оп, и здесь она уже отщелкивается. После того, как она открылась, она слегка закидывается назад. Но ее здесь ничего уже не держит, и она с легкостью закрывается. Это нормально, потому что наша задача их после того, как мы извлекли, закрыть и вернуть в карман или же в сумку. А наушниками будем активно пользоваться в течение дня. Благодаря своему уникальному дизайну и внешнему красивому виду, многие интересуются, а что это за бренд у тех, кто уже является владельцами данной гарнитуры. Если бы меня так спросили, я бы, конечно же, сразу честно поделился своим отзывом, что я и сделаю в конце нашего обзора. Версия Bluetooth у этих наушников 5.0. Ну а теперь я покажу, как сделать сопряжение с вашим устройством. Это может быть телефон, планшет, даже смарт-часы или же ноутбук или нетбук. Везде, где есть Bluetooth. Начинаем сопряжение. Наушники должны находиться в кейсе. И я уже предварительно открываю настройки Bluetooth. Открываю кейс. И сейчас загорелись индикаторы. Я могу уже достать наушники из кейса. 2 наушника начинают мигать. Значит, они готовы к сопряжению. Кейс можно отложить в сторонку. Наушники найдены. Нажимаем подключиться. После этого женский голос нам сообщил, что девайс подключен. И сразу на моем смартфоне Poco X3 выдало сообщение, что текущее устройство поддерживает кодек AAC. Сейчас он автоматически переключился на профиль SBC. Ну а перейдя в настройки управления Bluetooth соединением, конкретно с нашим девайсом новым, мы сможем установить включение профиля AAC. Обеспечивает высокое качество звучания. Подключаемся. Ну и теперь пришло время перейти к тестам не только звука, но и микрофона и режимов шумоподавления. А также тестирование на автономность, потому что то, что заявил производитель, это одно, но вы знаете, кто подписан на наш канал, кстати, если еще этого не сделали, обязательно подпишитесь, что мы проводим свои тесты и на 80% громкости, засекая время, делимся с вами потом отзывом, сколько они по факту работали в этом режиме. Те, кто нас смотрит регулярно, знают, что я люблю электронную музыку. И вот на максимальной громкости, очень шикарная громкость, максимум, но при этом нету какого-то давящегося баса. И что средние, что высокие, звук настолько гармоничный. Я не меломан, ребята, но
Отличный звук. Следующий трек. В обычном режиме просто все великолепно. Теперь включаем режим шумоподавления. Когда вы активируете режим шумоподавления, звук все-таки становится чище, потому что вас изолирует полностью от каких-то шумов. И вы просто погружены в прослушивание музыки или же просмотра вашего любимого фильма. Вас ничего не отвлекает. И переключаю в режим прозрачного режима. Звук тогда становится с неким шумом внешнего шума, который происходит рядом с вами. То есть в этом режиме звук будет такой же, но плюс еще все, что происходит рядом с вами. Итак, с звуком я по своему опыту по пятибалльной системе ставлю звук 5. Сразу хочу предупредить, что никаких датчиков извлечения, то есть автопаузы, здесь нет. Но я думаю, вас это никак не напугает. Вы все-таки самостоятельно можете перед тем, как извлечь их, нажать на паузу. Давайте я вам продемонстрирую, что умеет сенсорная панель. Потому что на самом деле богатое управление в этих наушниках, и это очень радует. Для того, чтобы их включить или выключить, необходимо прикоснуться и держать 3 секунды. Как по левому, так и по правому наушнику ставится пауза или начинается воспроизведение. Для этого необходимо дважды прикоснуться к сенсорной панели. Показываю. По левому остановили, по правому запускаю. Если вам поступил звонок, то точно так же, как по левому, так и по правому наушнику, двойным тапом вы отвечаете на звонок. Если хотите завершить, точно так же двойным тапом по сенсорной панели, и звонок завершается. Теперь расскажу, что умеет делать левый наушник. Начну с него, потому что на нем немного меньше функций по управлению. Если вы хотите уменьшить громкость, то необходимо просто один раз прикоснуться. При этом разрыв между касаниями должен быть примерно 1 секунда. Нажали, нажали. Нажали, 3 раза я уже опустил громкость. Это по левому. По правому я нажимаю, увеличил, увеличил, увеличил. Когда вы достигли предела, будет звуковой сигнал. Кстати, очень радует минимальная громкость у этих наушников. Комфортная, приятная. Это еще один плюс. Ну а если трижды нажать, 1, 2, 3, и мы переключились на предыдущий трек. 1, 2, 3, и мы переключились. Еще раз. Если же вы хотите вызвать голосового помощника, то вам необходимо прикоснуться и подержать 3 секунды. После этого выскакивает голосовой помощник и спрашивает, чем я могу быть вам полезен. С левым наушником разобрались. Теперь достаем правый. Одиночное нажатие увеличивает громкость, двойным тапом пауза или воспроизведение. Тройной тап — это переключение по правому наушнику, идет вперед. 1, 2, 3, переключение. 1, 2, 3. Переключение. По долгому удержанию у нас переключение режимов. Нужно подержать около 3 секунд. Нажимаю, держу, и идет переключение. Громкость, пауза, переключение треков, переключение режимов шумоподавления, вызов голосового помощника, ответ на звонки. Ребята, что еще нужно? Кажется, все очень просто и понятно. Есть прикосновение, а есть удержание. Поэтому не забывайте, я думаю, вы запомните. Ну и в любом случае у вас есть инструкция в комплекте, или же вы всегда можете посмотреть наш обзор по тайм-кодам внизу, разобраться. Ну а теперь проверим, как же будет слышать собеседник, когда вы будете в этих наушниках с помощью встроенных микрофонов. Одеваем, совершаю звонок, принимаю вызов на втором телефоне и на том телефоне включаю запись. Запись начата. Теперь в обычной обстановке я хочу, чтобы еще раз вы услышали с петлички звук. Вот обычный разговор. 1, 2, 3. Проверка связи наушников Defang Trio Mute. А теперь вы слышите запись уже через эту гарнитуру. Я вижу, что действительно запись идет. Все под контролем. И я хочу, чтобы вы оценили качество звука. 1, 2, 3, 4, 5. Спокойный разговор. Качество звука. Сейчас я беру левый наушник. 1, 2, 3, 4. Правый наушник. Давайте его вернем в кейс и посмотрим, что произойдет. Ну, не нужен он мне во время разговора. Готов. Звук и связь
не обрывается. Я продолжаю разговаривать. Шуршу здесь. Теперь я, понадобился мне наушник. Хочу поговорить. Достаю его. Левый возвращаю. Закрыл. И смотрю, что запись полноценно продолжается. Шуршу здесь. Теперь достаю этот. И начинаем тестировать режимы по шуму. Есть ли какое-то отсеивание шума во время разговора. Вот так он записывает в полной тишине. А вот так с шумом. Это шум в студии сейчас вы слышите. Машины проезжают. А вот теперь звук в этой гарнитуре, который будет слышать ваш собеседник, если вы находитесь в таком шумном месте. Напомню, что вы на канале Заградчики. Меня зовут Сергей. Не забудьте подписаться. Это режим шумоподавления. Теперь мы останавливаем, выбираем просто шум обычной улицы. Вот так вот вы слышите в студии сейчас обычный шум улицы. А вот так сейчас слышите звук уже в этих наушниках. Слышно ли этот шум? И как это влияет на мой голос? Очень хочу, чтобы вы написали свой отзыв о том, как вам качество звука микрофона. Естественно, что еще очень много играет от специфики динамиков того, кто слушает вас. А также не забывайте, что это запись, которая ведется на телефоне у вашего собеседника. То есть в моем случае я вам показал уже пережатый звук без всякого усиления. Но я вам покажу еще один тест. Я подключусь сейчас к видеокамере и выберу в настройках камеры смартфона, чтобы звук мы получали через звук микрофона, который здесь встроенный. И благодаря этому вы услышите чистый звук без обработки. Итак, смотрим. Ну вот этот тест тестирую сейчас. И знаю точно, что записывается сейчас на правый наушник 1, 2, 3, 4, 5. И шум ветерка, может быть, даже слышите. Раз, два, три, проверка. Оба одеты. И вот он. Здесь вот шуршу, на этом нету. Что скажете вы теперь? Как качество звука вам? Теперь пришло время поделиться тестами на автономность. Первый тест в обычном режиме. От 100 до 0%, сколько проиграли эти наушники на 80% громкости. Сопряжение установлено. 100% заряда. 9.54. Все настройки совершены. Запускаем YouTube Music. Устанавливаем 80% громкости. Сейчас режим прозрачности и шумоподавления отключен. Приятное впечатление от прослушивания. 4 часа уже прошло, а всего лишь 20% пропало. Осталось 80%. Мне самому интересно, чем же закончится этот тест. Продолжаем. Друзья, зрители, только что, буквально 20 секунд назад, отключились наши Bluetooth наушники. Прошло времени, выходит, что 8 часов и 8 минут они продержались. В итоге мы на обычном режиме получаем прекрасный, как и заявлено производителем, такое время воспроизведения. Итак, запускаем тест уже в режиме прозрачности. В этом режиме у нас полные 100% заряда. И мы сейчас с вами устанавливаем громкость на 80%. И запускаем наш тест. Поехали. Прошло уже немного больше, чем 4 часа. 4 часа и 10 минут, кажется. Давайте посмотрим, сколько в режиме прозрачности. Ребят, до сих пор 80%. 4 часа. Продолжаем тесты. Ну что ж, уже прошло 6 часов. И представьте, 60% отображается. И уровень громкости, напомню, 80%. Напомню, что это режим прозрачности. Я обратил внимание, что некорректно отображается процент заряда. Но меня это не пугает. Главное, что соответствует время автономности, а если быть откровенным, то даже больше, потому что в режиме шумоподавления или в режиме прозрачности не должны работать, больше хотя бы 6 часов, а они работают. Мне удалось заснять время отключения. Именно на 20%, как отображаются они в шторке, произошло отключение и продержались они 7 часов и 13 минут. Прекрасные показатели.
Итак, стартуем теперь третий тест. Это режим шумоподавления. Ровно 12 часов был запущен наушник левый и правый. 100% заряда. Начинаем тест. 80% громкости. Поехали. Прошло 2 часа. В режиме шумоподавления на 80% громкости отображается 90%. Продолжаем тест. Прошло 3 часа и 80% отображает заряд аккумулятора. Делаю вынужденную паузу, телефон нужен для работы. Прошло уже 5 часов и 35 минут и 70% заряда. Я просто поражаюсь. По идее должны уже были отключиться, но нет. Я наушники в кейс не кладу, я их полностью отключаю и потом продолжу тест. Ну что ж, наушники запущены. Я вернулся уже с телефоном и могу продолжить тест. Включен режим шумоподавления и 80% громкости. Устанавливаем вновь. У нас 70% по-прежнему показывает. Продолжаем тест 20:51 и добавим к тому времени, что было. Поехали. Только что отключились наушники. 22 часа 20 минут. Если все это время приплюсовать, то выходит 6 часов 55 минут. Немного меньше, но производитель заявил, что около 5 часов в режиме шумоподавления. А выходит, что гораздо больше по факту. Поэтому меня эти тесты реально впечатляют. При нагрузке выдает столько, сколько другие наушники даже без всяких шумоподавлений, а в обычном режиме держат 3-4 часа. Поэтому это огромный плюс. Ну что, понравились тесты? Меня они тоже удивили. И можете не сомневаться, я много раз перепроверял, включен ли действительно режим NAC, режим шумоподавления, или же режим прозрачности. То есть я слушал, и я после этого каждый раз перепроверял. Эти режимы были включены. Но на автономность это в худшую сторону не повлияло. Не 5 часов, а почти 8 часов. Теперь давайте проверим, есть ли отставание звука во время, например, просмотра YouTube. Правый наушник закрепляю на петличке, чтобы вам был слышен звук. Итак, запускаю. А левый, кстати, у меня одетый. Я вообще не вижу никаких задержек. Отлично. Теперь давайте проверим в игре. Слушайте все звуки и смотрите, совпадают ли они. Я задержки не вижу и не слышу. Может, и есть в каких-то миллисекундах, но это несущественно. Тест пройден. Все отлично, на мой взгляд. Теперь пришло время подвести итог. Эти наушники, как и заявляет производитель, полностью сходятся со всеми характеристиками. Ничего не завышено и ничего не умолчали. Да и умалчивать здесь нечего. Здесь кричать нужно, что они действительно доступны и качественны. И дизайн, и внешний вид, и форма, и качество удобного ношения, и множество разных насадок подобрать под любого. И защита IPX4, и двойные микрофоны, и 2 режима шумоподавления, и автономность работы просто с головой. С утра одели, вечером сняли, а у них еще и, возможно, заряд остался. Микрофон тоже хороший, но сказать, что он прям вот супер чувствительный, я не могу, но вы слышали качество звука. Особенно понравилась реальная запись на камере. То есть, когда напрямую, без всяких обработок, он отлично справляется. Напишите, что думаете вы об этих наушниках. Будете ли вы себе покупать? Если купили, вернитесь, пожалуйста, и оставьте отзыв здесь под видеороликом, чтобы другим помочь. Я был рад вам помочь, рассказать про эти наушники. А с вас лайк за труды, подписка и до встречи в новых видео. Пока.